Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. У Хидетаки Миядзаки, главы From Software, спросили: тебе вообще как, норм, что игроки юзают гайды, когда проходят эти ваши соусы? На что Миядзаки ответил: это, в общем-то, естественно, мы этого ожидаем, но в то же время стараемся подстраиваться под слепое прохождение, для тех, кто всего достигает сам, естественным путем. Если у игрока что-то не получается, значит Фромы сделали что-то не так, и в будущем этот момент необходимо пофиксить. И по его же мнению, игроки должны сами справиться с поиском секретов в DLC Shadow of the Earth 3. Каким-либо образом упрощать этот момент Фромы не собираются. Кстати говоря, тут выяснилась вот какая штука. Чтобы с ноги влететь в дополнение, придется выполнить определенные условия в базовой игре, а согласно статистике достижений, большинство игроков все еще не готовы к релизу Shadow of the Earth 3. То бишь, если вы не убили Радана Звездного Бича и Мога Повелителя Крови в DLC, вы не пройдете. Фишка в том, что Повелитель Крови — босс опциональный, не обязательный для прохождения сюжета, а чтобы к нему попасть, нужно еще и дополнительную цепочку квестов выполнить. Так вот, лишь 38% игроков получили ачивку за изничтожение этого босса. Следовательно, лишь они смогут попасть в тень древа Эрт. Но это на ПК, на консолях получше, почти половина игроков. Тем не менее, время наверстать еще есть. Shadow of the Earth 3 выйдет 21 июня. Xbox Game Studios раскрыла больше подробностей собственной цивилизации Ara History Untold, которая, в отличие от свежей стратегии Сида Мейера, выйдет уже в этом году. Мир Ara будет очень детализированным. На улицах городов можно будет рассмотреть бегающих человечков, а над ними увидеть пролетающие самолеты и так далее. Такая детализация будет также помогать и в поисках полезных для игрового процесса ресурсов, а ресурсы эти можно будет использовать в системе крафта, чтобы производить различные штуки, улучшающие жизнь вашего народа. Каждый лидер в игре будет иметь свои уникальные черты. Чтобы достичь победы, необходимо стать самой престижной нацией, чего можно добиться путем военных достижений, религиозного давления, развития индустрии и все в таком духе. В матчах с другими игроками ходы будут проходить одновременно. Присоединиться к такой игре можно в любой момент. Место покинувшего игровую сессию пользователя сразу подхватит бот, а если ливнет хост, партия все равно продолжится. Ara History Untold выйдет 24 сентября в Steam, Microsoft Store и в Game Pass. Гейм-директор экшена Phantom Blade Zero заявил, что игра не является очередным Souls-лайком, как многие предполагали. По его словам, это скорее слэшер лишь с легкими элементами душ. Команда действительно вдохновлялась играми From Software, но единственное, что их объединяет с Phantom Blade Zero, это многоуровневые карты, разнообразие путей и тайники. В игре будут уровни сложности, а после смерти или активации контрольных точек враги не станут вновь заполонять уже зачищенные локации. Студия честно признается, что на данный момент в игре нестабильный фреймрейт и встречаются вылеты, и прежде чем выкладывать проект в ранний доступ, нужно все это дело поправить. Phantom Blade Zero стартует неизвестно когда на ПК и PlayStation 5. Чем была крута Драгонага раньше? Вообще-то много чем, но в том числе возможностью переносить свои сейвы из одной части в другую, чтобы принятые ранее решения повлияли на расклад в текущей игре. Вот похожая фишка будет и в Dragon Age The Veilguard, но, как вы сами наверняка догадались, есть нюанс. Сами сейвы вы переносить не будете, да и вообще трогать файлы предыдущих частей, но в процессе прохождения появится напоминалочка, в которой вы протыкаете все принятые ключевые решения и воссоздадите своего старика-инквизитора, что на самом деле имеет свой плюс. Игра не потребует никаких сетевых аккаунтов и онлайн-соединения. Руководителя проекта Корин Буше спросили, а появится ли в 4-й части ГГ из первых двух, на что она ответила: кто-то где-то что-то там обязательно в сюжет вплетут. В общем, тактикульно слилась от прямого ответа. Зато по поводу мультиплеера и микротранзакций ответ дала четкий: их не будет. Dragon Age The Veilguard выйдет осенью 2024 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Немного свежего геймплея показали авторы Age of Mythology Retold, ремейка старенькой балдежной стратегии из нулевых. А еще разработчики дали несколько интересных комментариев. Миссии подготовили максимально близкие к оригиналу. Видно, что визуально карты сильно изменились, но сам сюжет и цели остались прежними. На поле боя, как и раньше, будут бок о бок выходить мифологические существа и жалкие смертные. А вот божественные силы, благодаря которым можно было насылать на противников метеоритный дождь, землетрясения и прочие бедствия, лишились ограничений, и в ремейке их можно будет использовать многократно. Только дожидайтесь отката. Кроме того, в одиночной кампании появится Эпоха чудес, ряд дополнительных миссий, где божественные силы будут откатываться гораздо быстрее. Релиз Age of Mythology Retold намечен на 4 сентября. Платформы ПК, Xbox Series и Game Pass. Мало кто знает, но у Epic Games Store есть своя база данных, вроде SteamDB для Steam, из которой также можно почерпнуть много занятной инфы, в том числе о неанонсированных играх. Недавно в этой базе обнаружился целый список таких проектов. Новый Турок от Saber Interactive, ремейк 9-й финалки, ПК-версии Final Fantasy XVI, второй The Last of Us, первый Red Dead Redemption, а еще Remnant 3, новая BioShock и куча других тайтлов под кодовыми и не очень названиями. После слива информации в сеть, эпики закрыли доступ к базе. Некоторые журналисты и инсайдеры, обратившие внимание на слив, заявили, что часть игр из утекших данных фальшивка, мол, какие-то из них либо уже давно заброшены, либо в базу занесены просто в качестве теста. Но о чем именно речь, вот это вопрос. В Fortnite вот-вот ворвется легендарная группа Metallica. С 22 по 24 июня в игре пройдет концерт с исполнением 6 песен. Коллаба ожидается и в Fortnite Festival, местной версии Guitar Hero. В платной версии металлического Battle Pass'а появится 4 облика участников группы, которые можно будет использовать также и в Королевской битве, и в Лего режимах. Еще в Festival завезут новый режим «Музыкальная битва на выбывание», где сойдутся 16 игроков. В Королевской битве в качестве нового устройства появится гитара Ride the Lightning, особый остров лута с металлицей и особые квесты. А в гоночную Rocket Racing добавят новую тематическую карту. Кроссовер с Металликой стартует уже сегодня, 13 июня. Подробнее читайте в новости на нашем сайте. Там же вы найдете свежую нарезочку по стримам Minecraft, которую своими руками сварганил Александр Виллисов, и статью Александра Кудрявцева, собравшего все самые важные трейлеры, показанные на июньских игровых шоу. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!